Друзья, всем привет! Сегодня у нас пересадка вот этой вот роскошной орхидеи Супер Майя азиатской бабочки. Точнее, должна была быть она бабочкой по заявлению оранжереи, которая продавала эту орхидею. Но она вот получилась трилипсом. Вот такая вот Майя. Орхидея. Она у нас была, если не забуду, то в верхний правый угол я вставлю ссылочку на видеообзор этой орхидеи с оригинальной Майей бабочкой. Вот сюда вверху, в верхнем правом углу, где можно будет сравнить ожидание и реальность с оригинальной орхидеечкой. Ну вот, сегодня пришло время пересадить эту орхидеечку, распотрошить эту Майю, Супер Майю от садовника Сонья тайваньского. И в чем интерес сегодня? В том, что, ну, во-первых, мы ее будем пересаживать цветущую раз, а во-вторых, мы ее сегодня посадим на фитиль, что сейчас очень-очень актуально ввиду приближающегося сезона отпусков и дачного сезона, когда приходится оставлять свои орхидейки на продолжительное время. И вот чтобы не переживать за полив, за то, что орхидеечки пересохнут, вот есть один из таких хороших, замечательных способов. Это посадка орхидеи на фитиль. Так, ну что, давайте сперва мы эту орхидеечку распотрошим, посмотрим, что у нее там с корнями. Она уже политая, уже все предварительные обработки от насекомых вредителей она прошла. Все обработки от грибных, бактериальных и вирусных заболеваний тоже орхидея прошла. У нас есть достаточно много плейлистов на канале, в которые можно зайти в раздел плейлистов и посмотреть, выбрать интересующую тему и болезни орхидеи, и вредители орхидеи, и корни, и пересадка. В общем, все темы у нас есть. Поэтому в этом видео мы отвлекаться на всевозможные варианты обработки от насекомых и от болезней этой орхидеи не будем. Это вы все можете найти, всевозможные варианты, в плейлистах. А вот сегодня мы эту орхидеечку распотрошим и сделаем пересадку. На самом деле у нас на канале есть тоже плейлист, который называется «Орхидеи на фитиле». Тоже можно зайти, посмотреть, какие орхидеечки мы пересаживали на фитиль, и посмотреть подробно всю эту тему для себя. Я все подробно там рассказываю, показываю. Так, ну, бирку мы пока что выкидывать не будем, она нам пригодится, мы ее тоже будем использовать. Орхидеечка у нас перешла в рост, вот такой вот у нее корешочек. Самое время, видите, вот самое время эту орхидеечку пересадить. Вот, сидит она у нас в маховом коконе, маховой пучок, вот, и в транспортировочном горшочке. Вот мы ее сегодня на фитиль посадим. Такой, я считаю, один из эффективных таких ленивых способов ухода за орхидеями. А я всегда говорю, что у нас канал, именно философия канала такая, что мы постоянно в поиске самых таких оптимальных, ленивых и эффективных способов ухода за орхидеями, чтобы как можно меньше тратить сил, но при этом как можно больше получать результата от орхидей. Вот так вот. Все, друзья, убрали мы мох. Он нам не нужен. Хотя, может быть, немножко мха мы добавим вот этого старого. Так, что у нас тут с корнями? Давайте посмотрим. Есть у нас вот такие вот корешки, кончики. Все это дело срезаем. Сейчас обрежем. Потом перекисью водорода прокапаем. Вот здесь вот мы на сочленении я это дело корешок уберу. Здесь у нас старый корень совсем. Здесь тоже старый, воздушный. Кто хочет, друзья, увеличьте видео. Видео снимаю в последнее время в хорошем качестве, поэтому без проблем можно смотреть на больших
экранах выводить с YouTube на большие экраны телевизоров и наслаждаться подробным зрелищем. Так, убираю все вот это вот отжившее, оно уже не нужно. Вот, все вот это вот эти чешуечки все ненужные, старые отсохшие корешки вот эти вот. Мох можно до конца прям не счищать, оно в принципе это ни к чему. Так, а вот кончики гниющие подрежем. И теперь все это дело перекисью я сейчас прикапаю, чтобы немножко обеззаразить срезы. Так, вот еще здесь вот вверху, видите, такой сухой корень сверху, но это не означает, что сам корень мертвый. На самом деле веламен может быть погибшим, но корень может продолжать снабжать орхидею с здоровых участков, там, где здоровый веламен. Так, ну вот, шейка у нас корневая такая не короткая. Хотя можно было бы, конечно, ее укоротить, но из-за малого количества корней я этого не буду делать, а оставлю вот так вот, как есть. Вот, оставлю, как ее есть. И цветонос тоже мы не будем обрезать, тоже оставим, как есть. Эту орхидею мы сейчас будем сажать на фитиль. Вот один единственный корешок мы обрезали. Так, теперь, друзья, что касается фитиля. В одном из ближайших видео я отдельно затрону тему, прям посвящу видео фитилям и фитильному поливу. А в этом видео я просто покажу, какой я применяю фитиль. Значит, я применяю вот такую, купил белевую веревку. Она синтетическая, вот такая вот, плотная, без пустоты внутри. Внутри у нее вот такие волокна, видите? Еще. Значит, как я проверяю такой фитиль на пригодность использования орхидей? Я еще коснусь отдельно подробно этого. Вот смотрите, значит, больше суток, ну уже почти двое суток назад я взял вот две емкости, кусок фитиля, намочил. Одну часть мокрого фитиля поместил в воду, а вторую конец поместил вот сюда. И вот смотрите, друзья, за почти двое суток значит, вот этот фитиль из этой емкости переправил в эту емкость вот сколько воды, видите? То есть капиллярное сообщение работает. Значит, вода по капиллярам идет, спускается, за собой тянет другую воду. Но это из физики, я особо углубляться не буду. Это из школьной программы. Соответственно, вот этот конец, который будет находиться внутри горшка, он будет в грунте. Грунт нужен такой, который тоже впитывает воду. Соответственно, вода, поступающая в грунт и испаряющаяся, будет покидать вот этот участок фитиля. И вода будет постепенно продвигаться, то есть вытягиваться вот отсюда. Я уже показывал вам орхидею легата и орхидею дхарму, биглип. Вот у них принцип такой же. Вот, то есть такой же фитиль торчит, вот абсолютно, да. И вот точно так же работает. Вот. Все. Это вот если прям в двух словах. То есть можете представить, насколько хватит вот этой вот воды, на сколько дней после, вот, например, просто полил орхидею, еще потом поставил на фитиль, то вот как минимум в 2 раза мне сократит частоту полива, наличие фитиля. То есть если я, например, летом поливаю свои орхидеи раз в 10 дней, то при фитильном поливе это у меня будет раз в 20 дней. То есть раз там в 3 недели мне предстоит там наливать вот водичку в емкость. Но опять же, емкость можно больше увеличить и вообще на все лето хватит. В одном из видео, наверное, года 3 назад я эту тему уже освещал, фитильного полива орхидей.
И это было такое видео как раз-таки на тему, как своим орхидеям продлить полив во время своего отсутствия в отпуске, либо вот на даче. Так, ну что, фитиль у нас есть. Вот этот же фитиль я и буду использовать сейчас. Теперь возьмем грунт. В какой буду грунт сажать? Вот здесь у меня грунт обычный, самая, друзья, обычная. Посмотрите, кора сосны. Вот такая вот. Ну да, здесь вот она не совсем прям плоская. Вот, хотя и такая вот плоская встречается. Ну вот есть и более такие кругленькие кусочки. Вот средней фракции это кора. По размеру, чтобы вам было понятно, вот кладу линеечку, чтобы можно было определить ее фракцию. Эта фракция, мы будем ее сажать, орхидею, вот в такой вот горшок. Это стандартный 850 миллилитров, по-моему, горшок, в каких вот продаются цветущие орхидеи в магазинах. Самое-самое то. Итак, для начала я сейчас, значит, соберу грунт. Из чего у нас будет грунт состоять? Из вот этой коры. Добавлю сюда немножко коры дуба. Я уже рассказывал, что намереваюсь в этом сезоне во все органические грунты добавлять кору дуба. На предмет того, что дуб, благодаря своим внутри веществам дубильным, не дает возможности появляться каким-то насекомым вредителем и развиваться грибково-бактериальной гнили. Но это когда, даже не в теории, а на практике у нас, это когда у нас орхидеи росли в чистой коре. Не росли, а растут, продолжают расти сейчас в чистой коре. Ничего этого нету. И вот в теории, значит, я пришел к выводу, что если добавлять кору в общий грунт, в горшок сосне, потому что чистая дуб мало где найдешь в продаже, да, а вот какую-то часть добавлять, то я сейчас не утверждаю, я сейчас экспериментирую, добавляю, чтобы потом проверить, правильно ли мои умозаключения работают ли. И действительно ли отпугивает дубовая кора насекомых и болячки. И вот я, наверное, треть добавлю вот в эту вот кору. У меня вот осталось с прошлых посадки вот такое количество тоже средней мелкой фракции дубовой коры. Вот я ее добавлю. Немножко она с мхом, но это даже и хорошо, потому что мох мы тоже будем добавлять в посадку. Единственное, что есть, попадаются здесь от дуба щепки, именно дерева. Ну, желательно, наверное, убрать их. Вот. Так, еще немножко дуба добавлю. Вот. Дуба дам. Дам дуба. Вот. И теперь добавлю во всю вот эту вот, пусть будет даже побольше здесь у меня вот этого грунта, потому что мы чуть позже еще одну орхидею с вами посадим в этот грунт. Вот кора дуба, друзья, вот такая вот. Так, добавлю я сюда мох сфагнум, вот, нарежу сейчас сухой вот этот вот волокнами, вот так вот. Он будет у нас связующим звеном между кусочками коры. Он будет по своим волокнам, по задумке, так сказать, да, по своим волокнам передавать воду. То есть такому тоже по капиллярному сообщению соседним кусочкам коры от фитиля, вот, с которым там в тех местах, где будет соприкасаться. Вот такая вот задумка. Вот. Ну и плюс при поливе все равно орхидею нужно как-то иногда раз там в какой-то промежуток времени горшок мочить, чтобы верхние корни у нас намачивались. Так, ну вот так вот. Вот такой вот у нас получился грунт. И мы сейчас у него посадим. Но прежде чем посадить, значит, мы еще добавлю, наверное, это я уже в горшок непосредственно буду добавлять вот этот, чуть-чуть прям отсюда, чтобы микрофлора у нас перешла в новый горшок. Так, ну что, сперва мы поместим сюда фитиль.
Фитиль, значит, я буду закольцовывать. Вот так возьму один конец и вот так вот второй конец, чтобы у нас вот так вот два кольца было, вот, два конца, и здесь петля внутри, вот так вот. Вот. Все, эту петелечку я до верха вот так практически подыму, чтобы вода максимально подымалась вверх. Так, ну что, теперь мы делаем засыпку на дно. Вот так вот. Чуть-чуть местного мха киданем. Вот так вот. Но такой, чтобы вот, который он живой. Утрамбую немножко. Примерим орхидею корнями. Вот так вот. Ага. Один корешок, ну не один, а те вот, которые растут корешки, заведу под этот фитиль, чтобы рядом с фитилем они находились, чтобы как бы влага от фитиля доходила до корешка. И теперь вот так вот потихонечку мы... видите, где фитиль? Практически вот здесь вот. Почти доверху доходит. Так вот. Так, обязательно мы не забываем про мох, чтобы касался фитиля тоже, потому что он тоже играет значение, ну, по крайней мере, в нашей посадке. Все по-разному сажают. Ну, принцип один. Вот. Принцип один. Это чтобы от фитиля распространялась влага как можно лучше по всему объему горшка. Вот в чем принцип посадки орхидеи на фитиль. Так. Так. Горшок у нас, конечно, немножко великоват для такого объема корней, для такой малышки. Ну, ничего страшного. Жизнь показывает, что орхидеи постепенно привыкают к такому объему горшка и потом начинают прекрасно наращивать корни. Тем более, что как бы эта орхидея не мини, а стандартная, просто она вот такая маленькая сейчас, еще подросток. Покупал ее в размере 1,7. Так, ну вот, собственно, и все. Сейчас еще сверху я возьму несколько кусочков дубовой коры. Это для того, чтобы сверху лежала дубовая кора. И по моему умозаключению отпугивала всякого рода желающих поживиться или отложить яйца внутри горшка, насекомых. Вот так вот сверху. Все, друзья. Значит, смысл в чем еще вот этой посадки? То есть можно и не пользоваться пока что, допустим, этим фитилем. Допустим, оставлять его на час X. Вот, снизу его вот здесь вот так вот собрать, вот в эту выемку, допустим, да, как у нас, я забыл, вот когда показывал вам орхидею легато, она у нас, наверное, полгода без емкости находилась. То есть она у нас, фитиль был, но она постоянно у меня в блюдце вот в таком стояла. Вот. Я прям с фитилем ее в блюдце и ставил. То есть ничего страшного не происходило. А потом, когда нужда заставила, я ее в емкость и с этим фитилем поместил. То есть начал фитиль работать. Понимаете? То есть не обязательно вы, посадив орхидею на фитиль, будете сразу пользоваться этим фитилем. Нет. Можно просто орхидею так и продолжать поливать замачиванием, проливом, пока, допустим, там не подойдет час X и не наступит лето, и вы просто орхидею из
допустим, из блюдца, вот, она будет у вас в блюдце постоянно находиться, полили, вот, поставили в блюдце, полили, поставили в блюдце. А потом по надобности, когда наступило лето, подошла пора отпусков, вы взяли и переместили ее вот в какой-то там кашпо. Так, ну а я в свою очередь, чтобы орхидею эту, когда она закончит цвести, не потерять, я ее сейчас помечу. Бирочку эту, вот так она называется. Вот, вот она. Вот такая вот. Супер Майя. Но это не пилорик, это трилипс. Вот. К моему сожалению, потому что я рассчитывал получить орхидею. Пилорик, но вот получилось, выросла, расцвела трилипсом. Так, ну что, в нашем случае мы все равно помещаем, у нас лето, да, она пока фитиль мокрый, чтобы он продолжал работать, я помещаю, значит, орхидею в емкость, вот так вот, да, и сейчас я немножко сверху вот той водой, которую я уже использовал, я промочу грунт и налью, соответственно, на дно. И будем наблюдать за этой орхидеей. Вот он, фитиль наш. Вот он. Вот, я специально его к стеночке сюда прилабунил, ну, чтобы мы смогли видеть его при следующих обзорах. Вот так вот смачиваем вокруг. Все. И теперь будем с вами наблюдать за этой орхидеей, как она себя будет чувствовать. Вот. Ну а вот здесь на дне вода. Емкость внизу можно по мере необходимости увеличивать, то есть просто ставить вот эту вот горшочек, в котором посажена орхидея. Например, там, ну, бутылку 2-литровой минеральной воды продаются. Вот они вот такой ширины. Можно ее обрезать и ставить вот в эту бутылку с большим дном, большим таким вот дном, ставить эту бутылку, в эту бутылку с фитилем, и вообще на все лето мне хватит. Кажется, воды хватит. Можно, чтобы вода не цвела, там неизвестно, какая у вас вода, да, бросать сюда на дно угольки, абсорбирующие вещества, которые будут абсорбировать, чтобы вода не пропадала. Вот. Все, друзья, вот такое сегодня видео, вот с таким вот, с посадкой вот такой вот орхидеи. Все, всем хорошего настроения. Пишите вопросы, касаемые фитилей, фитильного полива, в комментариях. И в ближайшем видео, как и обещал, я сниму отдельное видео по фитильному поливу. И отвечу на все вопросы, связанные с фитильным поливом. Всем пока.